Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Михалыч. В этом видео я хочу рассказать вам о устройстве печи под казан. На примере барбекю комплекса мангал с печью под казан. Сейчас вы видите разрез самой печки под казан. Ну и давайте по порядку начнем с устройства. Да? Печь под казан устроена из двух камер. Первая — это топочная камера, там где происходит сгорание топлива. В основном это дрова. И поддувальная камера. Она же служит и для того, чтобы и воздух поступал в камеру сгорания, и также для того, чтобы убирать золу, которая сюда будет попадать. Значит, устройство колосники. Вы видите, колосники имеют одну плоскую сторону и с такими ребрами жесткости с другой стороны. Устанавливать правильно надо плоской частью вверх. Во-первых, идет правильное поступление воздуха от широкого к узкому. То есть здесь у нас широкая часть клина, а здесь узкая. То есть правильное направление воздуха будет именно таким. Также, если будет сюда сыпаться зола, то она будет свободно высыпаться вниз. Если вы сделаете углами вот сюда вверх, то эти углы быстро забьются, и колосниковая решетка не будет работать. То есть притока воздуха не будет. Ну и третье, выгребать, когда золу вы будете кочергой, вы не будете цепляться об эти горбы. И также вам надо устанавливать колосниковую решетку в одной плоскости с огнеупорным кирпичом, чтобы не зацепить ее кочергой и также за кирпич не цепляться кочергой. Хочу еще сразу обратить ваше внимание на вот эти кирпичи, которые перекрыли прямые углы. Это тоже сделано специально для того, чтобы, во-первых, воздух, который поступает через колосниковую решетку, он обогащал все дрова равномерно кислородом, воздух, да, кислородом. И в то же время, когда прогорают дрова, они не оседали вот здесь в углу и не оставались не сгоревшие, да, они все устремляются к центру печи, таким образом происходит равномерное их сгорание. Следующее, на что я хотел обратить ваше внимание, что дверки все у меня установлены. Короба из нержавейки. На сегодняшний день это самый такой правильный, профессиональный способ установки. Еще есть установка на проволоках, она тоже существует. И также на саморезы, которые по бетону, которые прикручивают прям саму дверку к кирпичной кладке. Значит, выход дымовых газов расположен выше проема топочной дверки. Видите, вот топочная дверка здесь закончена, да? Закончилась. И выходной проемчик для дымовых газов находится выше. То есть здесь как бы образуется колпачок, куда собираются все дымовые газы. Также и казан здесь находится, висит в этой части. То есть собираются дымовые газы и уходят в трубу. Таким образом, когда вы открываете дверку, для того, чтобы дрова подкинуть, да, или там кочергой поправить поленца, то у вас весь дым будет уходить в трубу. Если вы сделаете вот этот выходной канал ниже верха проема топочной дверки, то у вас получится дым будет и сюда вываливаться, и частично будет в трубу выходить. Поэтому надо делать так, чтобы этот канал был выше топочной, проема до топочной дверки. Ну и смотрите, также сама форма печи под казан имеет форму самой плиты под казан. То есть, если у нас, сейчас я ее найду, здесь вот в метках, вот чугунная плита. Вот, если она у нас имеет размеры, там, к примеру, 50 на 50 сантиметров или 60 на 60 сантиметров,
Ваша задача будет сделать форму печи именно под размер вашей плиты под казан. Если она у вас будет 70 на 50, то, соответственно, и форма печи должна быть примерно такой же. Ну, не прям 70 на 50 и не 60 на 60. Смотрите, плита под казан 60 на 60 сантиметров. И вы видите, какая площадь опоры под эту плиту оставлена. То есть, не такая, как на отопительно-варочных печах. Здесь в барбекю-комплексах плита чугунная опирается практически полностью своей поверхностью, ну, площадью. Площадь опоры у нее больше, чем у отопительно-варочной плиты. Здесь у нас проем самой печи имеет вот, ну, грубо говоря, 40 сантиметров. То есть, и получается по 10 сантиметров плита опирается на каждую сторону. Это очень важный момент. Не по сантиметру плита чугунная под казан опирается, а по 10 сантиметров. На моем сайте mangalyplamya.ru вы найдете проекты с запатентованной технологией «Двойной зуб». Перейти на сайт можно по QR-коду, его вы увидите на экране, либо по ссылке под видео в описании, или набрав в Яндексе слово «Мангал и пламя». Все проекты рассчитаны на самостоятельную сборку, имеют пошаговую инструкцию, точный расчет всех необходимых материалов. Любой соберет барбекю-комплекс легко и быстро, как лего-конструктор по инструкции. Проект позволит вам сэкономить ваше время и деньги. Ну вот, в принципе, вот такой вот небольшой видеоурок я хотел бы вам показать про устройство печи под казан. Но в следующем видео я покажу вам устройство самого мангала. Расскажу про то, как сделан здесь двойной зуб. Вот он у меня здесь двойной зуб и выход от печки под казан. Все, друзья, я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Не забываем подписываться на канал. Также есть Telegram, ВКонтакте, Дзен. В общем, везде канал Пламя есть. До новых встреч. Всем здоровья, успехов в труде. Пока.